Всем большой привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать к нам на канал. Видео свое, как обычно, начинаю с самого раннего утра. Тут у нас еще октябрь и на улице осень в полном разгаре. В этом году у нас было необычно много листьев. У нас их и так немало, а этой осенью просто все было завалено. Андрей не успевал задувать их в лес. Красота, конечно, необыкновенная, но и работы с листьями тоже очень много. Они не могут долго лежать на земле, так как под ними очень быстро начинает портиться трава. В октябре в Канаде был День Благодарения, у нас это официально выходной день, все были дома, и в тот день по традиции на ужин мы готовили индейку. Вы знаете, раньше на День Благодарения я как-то больше любила готовить обычную курицу, так как индейка всегда получалась сухой, и мне не нравился ее специфический привкус. Но несколько лет назад на каком-то сайте я увидела один метод, который полностью изменил мое отношение к индейке, так как с тех пор мясо всегда получается вкусным, сочным и не имеет никакого привкуса. Поэтому сейчас, накануне рождественских праздников, хочу с вами поделиться этим рецептом на тот случай, если вы тоже планируете готовить запеченную индейку. На самом деле все очень просто. Чтобы индейка получилась вкусной и сочной, ее нужно перед запеканием на сутки замочить в соленой воде в пропорции 4 столовые ложки соли на 1 литр воды. Индейка должна быть полностью покрыта солевым раствором, поэтому объем жидкости зависит от размера птицы. Вам может показаться, что в раствор идет слишком много соли, но каким-то чудесным образом мясо берет лишь столько, сколько нужно. Так что пересолить индейку таким способом просто невозможно. Через сутки достаем индейку из солевого раствора и бумажными полотенцами убираем лишнюю жидкость. Внутри птицу нужно дополнительно посыпать специями, а затем добавить нарезанные на четвертинки яблоко, лимон и репчатый лук. Также вовнутрь нужно положить несколько веточек свежего тимьяна, розмарина и шалфея. Они придадут мясу замечательный аромат и насыщенный вкус. Тут мой помощник мне вовсю помогает. Вы меня как раз спрашивали, как я все успеваю. Ну как же мне не успевать, когда у меня такая бригада помощников? Но если серьезно, то иногда кажется, что я вообще ничего не успеваю, вроде туда-сюда, и день закончился. Конечно, я всегда стараюсь планировать свое время и решаю вопросы по мере их важности, но часто бывает так, что все идет совершенно не по плану. Думаю, что в любой семье, где есть дети, обстоятельства могут часто меняться и приходится быстро все свои планы подстраивать под ситуацию. Если я что-то готовлю на кухне, то младшие дети сразу приходят и начинают вовсю помогать. Иногда, конечно, с моими помощниками процесс приготовления может затянуться, но я всегда стараюсь дать им возможность участвовать и поддерживаю их желание что-то делать. Дети в таком возрасте очень любознательны и постоянно в поисках новых экспериментов, поэтому мне кажется очень важно давать им возможность проявлять себя, что-то мастерить, строить, готовить, даже если это иногда и не совсем удобно для нас. Тут у нас мальчишки поменялись местами, Мартин свою часть уже закончил, теперь Адриан будет продолжать. Теперь нам нужно равномерно распределить смесь из сливочного масла, измельченной петрушки и чеснока под кожей индейки. Постарайтесь оставить примерно 2 столовые ложки этой смеси, так как потом мы должны будем ее растопить и смазать птицу сверху, чтобы в итоге получилась красивая золотистая корочка. Все количество ингредиентов я оставлю в описании под этим видео. Перед запеканием ножки индейки нужно между собой связать. Для этого я использую обычную зубную нить. Этот метод я увидела на одном сайте, и он отлично работает, так как зубная нить довольно крепкая, и я думаю, что она у многих есть дома. На дно формы, в которой будем запекать индейку, кладем нарезанную на кружочки морковь и сельдерей. Овощи равномерно распределяем по дну формы и сверху кладем индейку. Теперь нужно смазать индейку остатками масла с чесноком и зеленью. Я обычно ставлю остатки этой смеси на 20 секунд в микроволновку, чтобы масло растопилось и было легче смазывать. Ставим индейку в разогретую до 160 градусов духовку и запекаем в течение 3,5 часов.
Пока индейка запекалась, я решила приготовить 2 небольших открытых пирога с творожным кремом и фруктами. Для этого замесила творожное тесто, разделила его на 2 части, каждую часть раскатала в пласт, на середину выложила половину творожной начинки, распределила ее по поверхности, не доходя до края, и сверху на начинку положила персики. Потом края теста завернула сверху на начинку внахлёст. На второй пласт теста выложила вторую половину творожного крема, но уже вместо персиков добавила свежую малину. На самом деле в этот пирог вы можете положить абсолютно любые фрукты или ягоды. Единственное это то, что если вы будете использовать замороженную ягоду, то предварительно добавьте в нее 1 столовую ложку муки. Ягоды с мукой аккуратно перемешайте и уже выкладывайте на творожный крем. Рецепт оставлю в описании под этим видео и пошагово напишу, как готовлю тесто и крем. Чтобы придать бортикам пирога румяный вид, я смазываю их яичным желтком, в который добавляю немного жирных сливок. Бортики пирога можно также украсить миндальными лепестками. Выпекаем пироги в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут. Тут у нас уже как раз приготовилась индейка. Я обычно проверяю ее готовность термометром. Он у меня в фаренгейтах, поэтому на цифры не обращайте внимания. Если вы тоже проверяете готовность мяса термометром и он у вас в Цельсиях, то температура готовой индейки должна быть 75 градусов. Тарелки у нас такой большой, чтобы поместить всю индейку нет, поэтому мы просто кладем ее на поднос, застеленный листьями салата. Ева еще дополнительно украсила это блюдо дольками лимона, апельсином, клюквой и остатками свежих трав. Ну и тут у нас уже приготовились пироги. Я дала им время немного остыть, а потом сверху посыпала сахарной пудрой. Вечером у нас был ужин и еще один повод собраться всем вместе и за все поблагодарить нашего Творца. Но на самом деле мы каждый день благодарим Бога за нашу семью, за страну, в которой мы живем, за друзей, за милость Божью ко всем нам и за все благословения, которые есть в нашей жизни. Вы знаете, перечислять их можно бесконечно. Мне очень нравится одна история, может быть, кто-то ее уже слышал, как в одном итальянском городе 93-летний дедушка вылечился от короны, и долгое время он провел на искусственной вентиляции легких. При выписке врачи попросили его заплатить за каждый день, проведенный на аппарате искусственного дыхания, 5000 евро. Услышав это, дедушка стал плакать. Врачи как могли пытались его успокоить и говорили, чтобы он не расстраивался так из-за денег, на что дедушка им ответил, что «я плачу не из-за денег и без проблем могу их заплатить. Я плачу, потому что уже 93 года бесплатно дышу Божьим воздухом и ни разу не сказал Богу за это спасибо». Друзья, ну а теперь вернемся обратно в аквапарк. В прошлом видео была первая часть нашей поездки, сегодня будет продолжение. Как я и обещала, сначала покажу вам, чем кормят на ужин в канадском буфете по типу шведского стола. Когда мы бронировали отель, то сразу оплатили и питание. Поэтому во время регистрации нам выдали специальные купоны, по которым мы могли заходить в буфет, а также заказывать еду в определенных кафе. На завтрак и на ужин мы ходили в буфет, а обед брали в другом месте. Из еды в буфете все по-канадски.
В основном любимая еда всех детей. Пицца, макароны, картофель фри, куриные наггеты, тефтели. Есть, правда, и какие-то салаты, овощи, что-то типа плова, курица, рыба. В общем, голодным не останешься. Когда мы приезжаем в такие места, то дети имеют полную свободу выбора. Берут себе и полезную еду, и вредную, так как я понимаю, что мы тут всего на несколько дней, а дома все-таки стараемся питаться по-другому. Себе на ужин я обычно беру рыбу, которую при мне и готовят, и какой-то свежий салат. Вообще все наши дети хорошо едят овощи, очень любят свежие салаты, поэтому если мы идем в ресторан или едем на отдых, то дети обычно выбирают себе абсолютно разную еду, но вот тарелка со свежим салатом есть у каждого. После ужина, когда дело доходило до сладкого стола, то я всегда очень удивлялась, потому что никто из наших детей практически ничего из десертов не ел. Ходили с пустыми тарелками, долго что-то выбирали, потом один раз взяли себе по корзиночке, и то только потому, что они были по виду похожи на те, которые дома готовим мы. Пойдем. Ты только будешь это и все? Мартин один раз взял себе печенье, ну и Ева пару раз взяла Марку и младшим мальчикам мороженое, а сама вообще ничего из сладкого не ела. Ну что, куда идем? На Ниагарский водопад. Ну хорошо. Все выходят. Вечером решили всей семьей прогуляться, съездить на Ниагарский водопад и покататься на колесе обозрения. Спустились вниз, и в фойе как раз была детская программа, разные игры, поэтому мальчишки немного побегали, попрыгали, и потом мы уже поехали на Ниагару. Буквально 3 минуты на машине, и мы в центре города. Ниагара-Фоллс – это небольшой туристический город, в котором, собственно, и находятся знаменитые Ниагарские водопады. Именно водопады, потому что их тут не один, а целых 3. Сам городок представляет собой настоящий туристический центр со множеством развлечений, ресторанов, магазинов. Также есть отели с видом на водопад. В этом же Ниагара-Фоллс есть разные аттракционы, музеи, колесо обозрения, парк с динозаврами. На улице всегда много людей, играет музыка, в общем, очень такое оживленное место со множеством туристов. Мы оставили машину на парковке, детям достали скутеры, которые привезли с собой из дома, и немного погуляли по городу. Потом зашли в кафетерий, купили себе кофе и уже пошли на Ниагарский водопад.
Неожиданно для нас, буквально через 5 минут после того, как мы пришли, начался салют. Обычно на Ниагаре салюты только по праздникам, а в тот день праздника никакого не было, поэтому мы так и не поняли, в честь чего целых 15 минут над водопадом был салют. Вообще Ниагарский водопад считается природным чудом света и является одним из самых знаменитых и мощных водопадов в мире. Как я уже и говорила, это не один водопад, а комплекс из 3 водопадов на границе США и Канады. Большие потоки воды и возможность увидеть его с близкого расстояния каждый год привлекает большое количество туристов. Вокруг водопада есть разные смотровые площадки, туннели, лодочные экскурсии и канатные дороги, которые позволяют увидеть Ниагару со всех сторон. Потоки воды, проходящие через Ниагару, используются для производства электричества. И Ниагарская гидроэлектростанция является одной из крупнейших в Северной Америке. Ночью Ниагарский водопад подсвечивается разноцветными огнями, создавая невероятно красивую и романтичную атмосферу. А зимой Ниагара превращается в сказочный зимний ландшафт, когда части потока и брызги замерзают, формируя такие ледяные скульптуры. Вода не полностью замерзает, но большие сосульки и снежные наросты придают водопаду сказочный вид. На канадской стороне находится самый большой из 3 водопадов, к которому можно подойти очень близко. Он называется Подкова, так как по форме своей напоминает подкову. Его высота около 57 метров, и это самая мощная часть Ниагары с объемом воды 2 миллиона литров в секунду. Огромные потоки воды, падая с высоты, создают такой плотный туман, и в солнечные дни вокруг водопада часто можно увидеть радугу. Почти в самом конце нашей прогулки начался мелкий дождик, и мы решили вернуться в городок, чтобы покататься на колесе обозрения. В прошлом видео я говорила, что мы приезжаем на Ниагару 1 раз в год, останавливаемся на несколько дней в отеле с аквапарком и проводим здесь время всей семьей. Это у нас уже такая традиция. Всегда приезжаем в будние дни, когда меньше людей, потому что в выходные тут, конечно, не протолкнуться. Дети, правда, пропускают школу, но для нас это не проблема, так как они все хорошо учатся и быстро догоняют пропущенный материал. Вы меня как-то спрашивали, задают ли нашим детям домашнее задание. Вы знаете, это бывает очень редко и только в том случае, если они не успели закончить что-то в школе. А так в основном просто дают читать книжки. Ну что, Мартинок, поедешь на колесе? Обидно, что здесь капли воды. Да. Можно я выйду протру? Ну что, ребята, где наша Ниагара? Высоко. Очень красиво видно Ниагара. Марсин засыпает. Сразу после колеса обозрения мы вернулись в отель, искупали детей и легли все спать. Ты готов спать? Ты куда, солнце? Искупали уже Мартина. Все? То, что он дверь открыл, я не могу сейчас. Включил. Тут будут Марк с Мэтью. Мэтью, ты тяжелый. Это Марик как раз. Что, когда я сидел, все было нормально. Мальчики развлекаются. Спасибо, Марик.
Упс. Все, Мартин, теперь ты будешь всю ночь там стоять. Что он делает? Держит диван, чтобы он не собирался. It's okay, guys. I can turn on the fan. Адриан, иди помогай. There. Go. That's this thing. And can I show you? It's the bathroom. Кто там? Yeah. Кто ты там? Чей носик, чей носик? Ты готов спать? А где твой братик? Он моется. Спокойной ночи. Спокойной ночи, моя солнышко. Держите. О, здесь волос. Как красиво. Красиво. Одеялко мягенькое такое. Вначале это. Держи. So it's gonna be like double. Угу, чтобы вам было тепло. Все, спокойной ночи, котятки. Love you. Спокойной ночи. Все, я пошла вниз. Тут у нас уже утро, и мы пришли в буфет на завтрак. По всему отелю есть детские интерактивные зоны и говорящие звери, которые активируются рукой. Также есть магазины с разными сувенирами, поэтому пока наши старшие мальчики отдыхали, Ева с малышами пошла в магазин. Мы разрешили каждому из них выбрать себе какой-нибудь маленький подарок. Yes. Кто это, волк? Ну что папа сказал? Папа сказал, покупай. Ну, конечно. Что еще папа скажет? Хочу съесть. О, это вафля?
ты, вот это мячик у тебя. We didn't get that much. You just go here. Gigi, Вау, сколько тут конфет разных. Mom, what happened to the Lego game? Oh, Lego. M. Какая буква? M. М. А что начинается на букву М? Мартин. Hey, do you know these things? Oh. Адриан выбрал себе подарок. Такой мячик. Окей. Покажи, что ты взял. This is a super stretchy toy, right? And when you drop it from very high, it goes. What's that? Nipple. That's for sure. Massive. $15. Эта палочка нужно тыкать в яйцо, потом будет динозавр. Ты хочешь себе такое яйцо? Да. Окей. Хорошо. Кто это? Собачка? Какая классная. О, да? They're all from here. Мартин, какого цвета выбрал? Коричневый? После магазина мы сразу пошли в аквапарк, и я сейчас вставлю немного кадров для тех, кто не видел аквапарк в прошлом видео. Good morning! Как я уже и говорила, на завтрак и на ужин мы обычно ходили в буфет, а вот обедали уже в другом месте. Дети обычно брали себе гамбургеры с картошкой в одном кафе, а мы с Андреем заказывали себе сэндвич и кофе в другом. Марк, правда, иногда тоже вместе с нами брал себе сэндвич вместо гамбургера.
В отеле также есть стенды с разными десертами, но наши дети как-то ничего из этих десертов не просили. Единственное, что Ева себе иногда покупала, так это фруктовый смузи. Ну и вот тут уже как раз наш небольшой отпуск подошел к концу. Дети всегда с грустью уезжают из этого аквапарка и постоянно спрашивают, когда мы приедем сюда опять. А на сегодня, мои дорогие, я уже буду заканчивать свое видео. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Я вас всех крепко обнимаю и, как всегда, надеюсь на скорую встречу. Всем пока!